Совсем скоро Госдума проголосует за закон, который официально не лишает гражданства. Конституция это прямо запрещает, а на практике по нему нельзя будет получить паспорт, продать квартиру, снять деньги со счета и даже поставить электронную подпись. Я бывший сотрудник второй службы ФСБ, той самой структуры, что курирует диаспору и внутреннюю оппозицию. Покажу не только механику закона, но и то, что система реально добивается. И почему ловушка захлопывается не с одной стороны и даже не с двух, а сразу с трех. Пока не пошел дальше, подпишитесь. Новые разборы выходят регулярно, и без подписки вы их, скорее всего, не увидите. И телеграм-ссылка в описании. Там я разбираю новости и политику, и там же мне можно задать вопрос. Начнем с того, что произойдет совсем скоро. И это не преувеличение ради заголовка. Конституция России прямо запрещает лишать гражданина гражданства. Поэтому закон, о котором пойдет речь, называется иначе. О временных ограничительных мерах в отношении лиц, находящихся за пределами РФ и уклоняющихся от исполнения наказания. Название нейтральное, а вот содержания нет. Внесла законопроект Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, возглавляемая Василием Пискаревым. Первое чтение прошло еще в конце прошлого года, второе чтение назначено на 22 июля, совсем скоро. И по регламентной логике это уже формальность. У нынешнего созыва Госдумы остается всего одно полноценное заседание, после этого 23 июля, а дальше только формальное завершающее 27-го. Сделаю честную оговорку на случай, если к моменту, когда вы это смотрите, что-то успело измениться. Возможно, закон уже приняли, тогда все вышесказанное, нижесказанное уже не гипотеза, а факт. Закон в том или ином виде будет принят. Вопрос нескольких недель, не месяцев. Ко второму чтению список ограничений значительно вырос. Полная блокировка операций с недвижимостью, запрет на онлайн-банкинг, списание средств с уже замороженных счетов, невозможность оформить доверенность, зарегистрировать машину, поставить электронную подпись, получить любую госуслугу в электронном виде. И вот деталь, которая для меня, как для бывшего сотрудника, значит больше, чем сам список ограничений. Куратором базы назначен не суд и даже не Генпрокуратура, как планировалось изначально, а Министерство юстиции. И это не техническая перестановка. Административное решение принимается быстрее судебного, не требует состязательного процесса и не обязано выдерживать ту же доказательную планку. Ограничение начинает действовать на следующий день после включения фамилии в базу, не после суда, не после приговора. Тот же принцип, на котором держится реестр иностранных агентов. Я разбирал его отдельно. Административный список эффективнее приговора именно потому, что его проще исполнять. И вот здесь важно понимать масштаб. Это не только про тех, кого уже осудили. Закон касается тех, кто уклоняется от наказания по любым уголовным делам. Ну и также по ряду административных статей. Ну, к примеру, неисполнение обязанностей иностранного агента, приравнивание решений руководства СССР к нацистской Германии, злоупотребление свободой массовой информации, дискредитация вооруженных сил, участие в нежелательной организации и публичные призывы к санкциям и сепаратизму. Обратите внимание на формулировку, уклоняющаяся от наказания. Неосужденных. С оперативной точки зрения разница принципиальная. Чем шире и расплывчатее определение, тем больше людей формально попадают под механизм без необходимости доводить дело до приговора. И это не брак юридической техники, это резерв. Широкая формулировка позволяет включить в список тех, кого уже действительно преследуют по существу вместе с теми, кого удобно включить просто для количества или для давления на конкретного человека или на конкретную семью. И чтобы не создавалось впечатление, что это решение приняли внезапно, оно встраивается в цепочку, которая строилась месяцами, причем на разных уровнях одновременно. В июне этого года Путин уже подписал закон, позволяющий арестовывать имущество уехавших россиян. Тот закон говорил про арест, то есть про заморозку. Новый закон идет дальше. Делает невозможным распоряжение вообще всем сразу. Публично эту линию продвигал тогда спикер Госдумы Вячеслав Володин. Предатели, псевдограждане, дышать стало лучше, ну и прямая угроза судом при возвращении. Идея отправки несогласных туда, где нет лета. Здесь стоит понимать структуру процесса, которую я видел изнутри на других примерах.
Громкая политическая риторика и конкретный правовой механизм почти никогда не рождаются одним и тем же человеком. Володин, он формирует общественное согласие. Эмоционально, публично, узнаваемо, а техническую реализацию, кто именно попадет в список, по какому критерию, с каким сроком вступления в силу, прорабатывают структуры вроде второй службы ФСБ, которая этим, в принципе, и занимается на практике, оставаясь вне публичного поля. Публичное лицо и оперативное исполнение — это всегда два разных слоя одной системы. И совпадение по времени между риторикой и законом — это вовсе не совпадение. И вот тут появляется та самая ловушка, которая в названии этого видео. И я объясняю, почему это не побочный эффект, а расчет. Остаться в России и продолжать говорить то, что ты думаешь, риск. Риск административного, а затем и уголовного дела, который я уже подробно разбирал на примере партии «Яблоко». Уехать, казалось бы, выход. Но теперь это не выход в полном смысле. Нельзя продать квартиру, нельзя снять деньги, нельзя переоформить доверенность. Формально все еще вы гражданин России, но по факту гражданин, у которого отобрали все инструменты, которыми гражданство пользуется. С точки зрения системы, это не два независимо возникших риска, которые случайно попали по времени. Если бы отъезд стал полностью безопасной гаванью, это создало бы стимул для организованного массового исхода всех недовольных сразу. А массовый управляемый отъезд снижает степень контроля, а не повышает ее. Если бы наоборот, оставаться стало бы предсказуемо и однозначно опасно, без всяких вариантов, это подтолкнуло бы людей к более отчаянным и менее предсказуемым действиям. Управляемая, но не абсолютная опасность с обеих сторон сразу. Вот что нужно системе, а не победа одной стратегии над другой. И здесь нужно разрушить еще один миф, что полный разрыв с Россией автоматически решает проблему. С точки зрения системы это тоже не проблема, и вы сейчас поймете почему. Миграционные службы европейских стран не рассматривают дела через эмоции. Их задача жестко фильтровать поток заявителей по критериям Конвенции о статусе беженца 1951 года. Что именно угрожало вам в России на момент отъезда? Почему вы не могли остаться? Что произойдет при возвращении? Речь именно о преследовании со стороны государства, адресованное лично вам. Мобилизация сама по себе не считается основанием. Массовой и принудительной мобилизации по украинскому сценарию пока что формально нет. А доказать индивидуальное давление очень трудно. Активность, начатая уже после отъезда, посты, донаты, участие в акциях, миграционные службы расценивают не как усиление кейса, а как искусственную попытку его усилить задним числом. Германия отказала в убежище Георгию Авалиане, бежавшему с фронта. БАМФ сослался на заявление Шойгу об окончании мобилизации в 2022 году. Ольге и Никите Беловым, уехавшим в Финляндию без всякой политической истории и начавшим там помогать украинским беженцам, тоже отказали. 24 апреля их вызвали в полицию для депортации. Ольга тогда потеряла сознание прямо в отделении. Позже суд приостановил, конечно, высылку до апелляции, но само решение об отказе никто пока не пересматривал. В 2025 году Германия депортировала 126 обратившихся за защитой, 42 из них под конвоем. Но здесь есть техническая деталь, которая объясняет, почему систему часто устраивает не полный разрыв с уехавшими, а именно такой промежуточный итог. Полный отказ далеко не всегда означает депортацию. Часто вместо статуса беженца, того самого, что предполагает выдачу отдельного проездного документа взамен национального паспорта, человеку дают более низкий статус защиты, субсидиарную защиту или гуманитарный вид на жительство. И при гуманитарном статусе человек, как правило, остается при своем российском паспорте, который нужно продлевать точно так же, как и раньше, включая периодические обращения в российское консульство. А консульство не нейтральная точка выдачи документов. Консульские мероприятия и персонал давно используются как площадки для выявления и вербовки. Я подробно показывал это в видео про диаспору. Человек с гуманитарным статусом эту точку контакта не теряет, обязан возвращаться в нее снова и снова, просто для продления паспорта. Добавьте доход, который многие продолжают получать из России, скажем, аренда,
счета, удаленная работа на российские компании, и получается, что даже открыто критикующий режим иммигрант остается привязан к системе рычагами, которые никуда не делись просто потому, что он физически покинул страну. Получается, третья створка одной и той же ловушки и одновременно ответ на вопрос, зачем она вообще нужна в таком виде. Остался риск статьи. Уехал, но сохранил связи с Россией, риск нового закона. Уехал и попытался разорвать связи через статус беженца, и даже тогда чаще всего остается паспорт, консульство и рычаг давления, а не чистый разрыв. По всей этой логике у механизма есть реальная слабость, и ее стоит понимать трезво, а не на панике. Вся описанная система рычагов работает только там, где у человека остается что терять или что продлевать. Недвижимость, счета, паспорт, который нужно обновлять. Человек, полностью получивший статус беженца с проездным документом, а не гуманитарный ВНЖ, и не имеющий активов в России, выпадает из этой модели почти полностью. Рычагов физически не остается. Это не массовый сценарий, но он реален. И это единственная по-настоящему рабочая точка выхода из ловушки, а не исключение, которое ничего не доказывает. И второй момент. Список, который ведет Минюст, устроен по той же логике, что и реестр иностранных агентов. А там, по признанию самого замминистра юстиции, у 96% включенных не находят реальных оснований для главного заявленного критерия. Механизм, построенный на списках такого типа, исторически оказывается избирательным и подверженным ошибкам. Это не гарантия защиты, но означает, что список будет расширяться не по объективным правилам, а по тем же принципам, что уже видны на примере иноагентов. Я не призываю к панике, но раз механизм уже почти принят, несколько конкретных шагов имеет смысл уже сейчас. Первое. Если у вас есть незавершенные операции с недвижимостью, банковскими счетами или, скажем, доверенностями в России, решайте их до вступления списка в силу, а не после. Второе. Обратитесь за консультацией к профильным юристам и правозащитникам, например, к проекту «Первый отдел». Третье. Держите копии всех значимых документов не только на территории России. Четвертое. Самое сложное. Обсудите с родственниками в России заранее, как поступать с общим имуществом и счетами, если попадание в список отрежет вас от участия в решении лично. Пятое. Если рассматриваете убежище, стройте кейс на том, что происходило с вами в России до отъезда, а не на активности, начатой уже за границей. Шестое. Не ставьте все на убежище как единственный вариант. Рабочие визы, учебные программы, статус цифрового кочевника, гуманитарный статус в странах Латинской Америки – это даже зачастую более реалистичные и менее рискованные альтернативы, чем в Европе. Закон, который вот-вот примут, или на момент, когда вы смотрите это видео, его уже приняли, не называется лишением гражданства. И вот в этом весь прием. Гражданство остается на бумаге, а все, что делает его практически значимым, становится инструментом давления. Но и полный разрыв с Россией устроен так, чтобы чаще оставлять хотя бы одну ниточку. Паспорт, консульство, счет — это не два отдельных решения двух разных ведомств. Это одна система, которая заинтересована не в том, чтобы вы остались или уехали, а в том, чтобы у нее в любом случае оставался на вас рычаг. Спросите себя, у вас или у ваших близких есть незакрытые дела с недвижимостью, счетами или доверенностями в России? Если да, это не абстрактная новость. Это то, что стоит проверить уже сегодня. Подпишитесь, новые разборы выходят регулярно, и без подписки вы их, скорее всего, не увидите. И если хотите больше, чем разборы системы, у меня есть телеграм-канал, ссылка в описании и в комментариях. Там я разбираю текущие новости, политику и события. Со своим мнением, без купюр. Там же можно написать мне напрямую с любым вопросом. Постараюсь ответить. С вами был Вадим Майоров. Берегите себя. До новых встреч.